3 сентября в Пекине прошел самый масштабный военный парад в истории Китая к 80-летию окончания Второй мировой войны. Главным гостем стал Владимир Путин. Кадры, где Си Цзиньпинь и российский президент называют друг друга дорогим и давним другом, пьют чай и прогуливаются на фоне китайских флагов, стали главным символом. Москва и Пекин демонстрируют, что они не в изоляции, а напротив формируют альтернативный центр силы. Си Цзиньпинь назвал отношения с Россией образцовыми, а Путин подчеркнул стратегический характер связки Москвы и Пекина. Для обоих лидеров участие в парадах и в Москве, и в Китае – это способ закрепить за собой статус стран-победительниц и членов Совбеза, которые отстаивают историческую правду. «Гардиан» пишет: парад в Пекине – это вызов США, демонстрация военной мощи, которая должна затмить недавний юбилейный парад американской армии. CNN и «Нью-Йорк Тайм» отмечают кадры с Путиным, Моди, Ким Чен Ыном, Масудом Пезешкияном и Си. Эта картинка вызывает дискомфорт у союзников Вашингтона. Не случайно западные комментаторы все чаще называют этот альянс осью потрясений. Я сказал, они делают это только потому, что когда они устроили то, что устроили, я подумал, что это была красивая церемония, очень впечатляющая. Но я понял, зачем они это делают, и они надеялись, что я буду смотреть. И я смотрел. У меня очень хорошие отношения со всеми ними. В ближайшую неделю-две мы узнаем, насколько они действительно хорошие. Президент Соединенных Штатов не лишен юмора, все понятно, мы все это хорошо знаем. У меня с ним добрые отношения сложились. Мы общаемся друг с другу по именам. Я могу вам сказать, и надеюсь, и он тоже услышит. Вот как это не покажется странным? За все эти 4 дня в ходе самых разноформатных переговоров и неформальной обстановки, и формальной, никто и никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации. Это первое. Второе. Все, без исключения, мои собеседники, я хочу подчеркнуть, именно все поддержали нашу встречу в Анкоридже. Все. И все выразили надежду на то, что позиция президента Трампа, и позиция России, а других участников переговоров приведет к окончанию вооруженного конфликта. В Вашингтоне предпочитают отмахиваться, называя саммит Шанхайской организации сотрудничества показухой. Но сам факт того, что Путин получает трибуну в Пекине и руку Моди перед камерами, а Пекин закрепляет контракт на силу Сибири-2, говорит о другом. Россия и Китай создают альтернативу Западу и набирают очки перед Трампом. Обсудим сложности геополитики с Романом Файншмидтом, востоковедом, специалистом по Восточной и Юго-Восточной Азии. Добрый вечер, Роман. Здравствуйте. Для начала хочется узнать, какое впечатление осталось от саммита ШОС и затем парада. Американцы называют это показухой. Вы согласны с такой оценкой? И как стоит понимать инициативу глобального управления, предложенную Си Цзиньпинем? Здесь тогда начнем все по порядку. Я соглашусь, что организация саммита – это действительно очень яркое, пышное событие, и Китай решил в него вложиться, так скажем, по максимуму, причем с участием глав государств всей этой разветвленной структуры ШОС+, это и диалогов партнеров, и наблюдателей, непосредственно членов всей группы. Но в этом году значительное внимание было уделено непосредственно экономическому сотрудничеству, вехой чего стал у нас анонс открытия банка развития ШОС, такой очень специфичной структуры. И здесь мы как раз можем увидеть, что Китай играет непосредственно на проигрышах Соединенных Штатов. Многие страны очень напуганы тарифной войной и крайней нестабильностью, исходящей из Вашингтона. А Китай воспользовался, соответственно, экономической повесткой и, на мой взгляд, успешно ее смог продвинуть. Наверное, самым знаменательным событием стало явление Нарендра Моди, премьер-министра Индии, на полях саммита. Это действительно знаменательно, поскольку обычно вместо него появлялся глава Министерства иностранных дел, как это было в прошлом году, да и еще показательно, что это произошло в Китае. Не забываем, что вообще-то между Индией и
Китаем у нас до сих пор есть серьезный территориальный спор в Гималаях. Я уж молчу про споры, связанные с тем, кто древнее и кто же должен быть мировым лидером. Не забываем, что еще 5 лет назад между странами вообще-то было вооруженное столкновение до границы. И плюс ко всему Китай вообще-то является геополитическим партнером Пакистана, а это вообще-то враг Индии, с которым шла война буквально полгода назад. И на этом фоне вдруг премьер-министр Нарендра Моди у нас приезжает в Пекин и, соответственно, приезжает в Китай и непосредственно договаривается, например, о демаркации границ в начале этого процесса, о запуске приграничной торговли и даже о возобновлении прямого авиасообщения между странами. Вот. Мы можем заметить, что да, такими достижениями, можно сказать, пошаговыми, но яркими, Пекину удалось выстроить такую яркую, красивую картинку. Но еще раз повторюсь, это картинка. Среди стран-членов ШОС очень много противоречий. Опять-таки, это линия Индия-Китай. Это, соответственно, противоречие между Индией и Пакистаном, двумя ядерными государствами, прямыми врагами. Опять-таки, эти противоречия могут в любой момент дать о себе знать, причем в самый неудобный момент, так скажем. Роман, ну вот Си Цзиньпинь назвал Путина давним другом. Путин ответил: дорогой друг. Это, на ваш взгляд, просто дипломатический ритуал или действительно демонстрация особой связи и знак каких-то особых отношений? Да, эти обращения, конечно, звучат очень красиво, и действительно отношения между Россией и Китаем значительно сблизились за последние годы. И да, у стран есть общая позиция касательно противопоставления коллективному Западу и гегемонии Соединенных Штатов. Но в данном случае я бы все-таки был бы осторожен с официальными обращениями, поскольку здесь они в большей степени служат для придания такого приятного дружеского фона. Вот, хотя соглашусь, что между странами действительно более тесные связи, нежели чем, скажем, между Китаем и Индией. Угу. Ну вот западные СМИ называют эту связку Россия, Китай, Иран, КНДР осью потрясений. Насколько это определение отражает реальность? Это действительно альянс возможностей или скорее картинка, рассчитанная на психологический эффект для Вашингтона? Красивые названия звучат, так скажем, всеобъемлющие, но на самом деле сложные по своей натуре. С одной стороны, можно согласиться, что все эти страны действительно выступают против гегемонии США и против так называемого коллективного Запада. Нередко их называют ревизионистами, поскольку они пытаются пересмотреть свое положение в международной системе. Но, с другой стороны, отношения между этими странами не всегда просты. Некоторые нюансы мы не всегда успеваем ухватить. Возьмем, опять-таки, Китай и Северную Корею. Да, Ким Чен Ын смог прибыть непосредственно на парад. Опять-таки, Китай и КНДР имеют очень сложную историю взаимоотношений, а некоторые корееведы прямо говорят, что товарищ Ким видел товарища Си в гробу. Настолько сильны у них неприязненные отношения. Вот. Да и плюс ко всему китайские туристы в КНДР сейчас въехать не могут, в отличие, кстати, от российских туристов. А теперь возьмем Иран. Да, вспоминаем июнь 2025 года и можем как раз увидеть, что когда имела место война между Израилем и Ираном, никто на помощь Ирану в принципе и не пришел. Плюс ко всему, сейчас в Иране активно обсуждается, помогала ли Россия Израилю в нанесении бомбардировок. Опять-таки, будут ли такие подозрения, если у вас очень близкие дружеские отношения? Вопрос открытый. Наверное, специалисты по Ирану могут лучше осветить этот вопрос. Оставим, соответственно, на их ответственности. А вот давай теперь про экономику. Подписание меморандума по силе Сибири-2 – это все-таки стратегический прорыв для Москвы. И как это меняет расклад на газовом рынке в Азии? Так, я соглашусь, что для России проект «Сила Сибири-2» всегда был очень интересным, поскольку это игра на вырост. Китайская экономика
продолжает расти, причем относительно быстро, следовательно, ей нужно больше энергоресурсов, да и плюс ко всему китайская энергетика ориентирована на, так скажем, озеленение, а газ здесь как раз в самую пору. И установление меморандума касательно «Силы Сибири-2» это, безусловно, важный шаг в отношениях между Россией и Китаем. Почему? Потому что предыдущие годы Китай просто отмалчивался. Не было никакой реакции со стороны Пекина. Некоторые эксперты утверждают, что первые идеи пересмотреть позицию появились как раз в конце июня 2025 года, как ожидается, были связаны с ирано-израильской войной. Правда, я все-таки склоняюсь к той идее, что Китай в принципе пытается переоценить свою позицию, свои слабости на случай прямого конфликта с Соединенными Штатами и их союзниками. Потому что в этом сценарии Китай оказывается отрезан от поставок СПГ из той же Австралии и того же Катара, и трубопроводный газ у нас фактически остается единственным спасением. И здесь касательно «Силы Сибири» не все так просто. Конечно, это меморандум обязывающий, но он все равно меморандум. А нам нужно соглашение. Этого соглашения пока нет, и неизвестно, через сколько лет его смогут достичь. И серьезный вопрос связан непосредственно с ценами. Какая цена будет представлена китайской стороне? Конечно, есть сопутствующие вопросы, чем расплачиваться и как будет осуществляться финансирование, но они, соответственно, следующие. Вот. Известно, что цена на газ будет ниже европейского рынка, это уже подтвердил господин Миллер, глава «Газпрома». Но насколько ниже, это, соответственно, предмет переговоров. И да, предположим, что «Сила Сибири» согласована, что ее строительство утверждено. Опять-таки, первые коммерческие поставки и выход на проектную мощность в 50 миллиардов кубометров будет только через 6-10 лет, то есть не раньше. И да, конечно, Россия в таких условиях может укрепить свою позицию лидера на газовом рынке Китая, но здесь есть важный аспект. Китай очень боится, если кто-то будет доминировать на каком-либо из его стратегически важных рынков. И Китай, соответственно, будет искать возможности для диверсификации, искать новых партнеров, либо же самому активно разрабатывать новые источники, например, сверхглубокие месторождения. Ну, Си и Путин подчеркивают, помимо прочего, статус победителей во Второй мировой войне и говорят о новой архитектуре. Насколько это отражается на ближневосточных сюжетах, вот на Иране, Газе, Сирии? Может ли действительно эта ось реально подвинуть США и Европу именно в нашем ближневосточном регионе? Да, для Китая Ближний Восток интересный регион, опять-таки, прежде всего, с экономической точки зрения. Здесь мы видим развитие отдельных проектов «Пояса и пути», также такой интересный формат, как форум сотрудничества Китая и арабских государств, на котором как раз обсуждаются, прежде всего, экономические вопросы. Но есть место одному политическому вопросу, это, конечно, вопрос, связанный с Палестиной. И да, мы можем заметить, что в последние годы антиизраильская риторика Китая заметно усилилась. Китай обычно так сильно бравирует тем, что мы являемся миролюбивым защитником глобального юга против вечно воюющих Соединенных Штатов и его прокси Израиля. Даже в последнем документе Тяньцзинской декларации ШОС от 1 сентября как раз было такое решительное осуждение ударов Израиля и США по Ирану. Вот, но мы должны уметь читать между строк. Китай, конечно же, активно критикует и США, и Израиль, но при этом прекрасно понимает, что ресурсов для обеспечения безопасности в регионе Ближнего Востока у Китая недостаточно. И некоторая стабильность на Ближнем Востоке – это вообще-то залог процветания самого Китая за счет, опять-таки, рынков сбыта и стабильных поставок энергоресурсов. И сколько бы США не критиковали
прошу прощения, сколько бы Китай не критиковал Израиль и Соединенные Штаты, пока его продвижение очень ограничено. Скорее всего, в краткосрочной, среднесрочной перспективе он будет концентрироваться непосредственно на экономических вопросах, несколько углубляясь в ткань самого региона, но не заходя в политические дебри, понимая, что его военный потенциал к этому не приспособлен. Спасибо большое, Роман, за ваш комментарий. На связи со студией был Роман Файншмидт, востоковед, специалист по Восточной и Юго-Восточной Азии. Всего доброго. До свидания. Программа «Война и мир» подошла к концу. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на наши каналы в Ютубе и Телеграме. С вами была Алия Судакова. Берегите себя.